Как вы все знаете, российские власти поясняют причину своего вторжения в Украину тем, что они якобы хотели помочь жителям Донбасса и защитить их от притеснений. И наша задача, наша миссия – защитить людей. Конечно, мы должны были помочь, и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Однако периодически российские пропагандисты проговариваются и называют реальную цель захвата украинских территорий. И, как вы понимаете, это вовсе не помощь людям, а банальное разграбление природных ресурсов и полезных ископаемых. К примеру, популярное российское издание «Московский комсомолец» прямо пишет, что Солидар, за который сейчас идут отчаянные бои, российская армия избрала своей приоритетной целью вовсе неспроста. Просто России очень нужны богатейшие залежи каменной соли, которые там находятся. Взяв Солидар, Российская Федерация получает контроль над крупнейшим на территории европейской части СНГ профильным предприятием «Артемсоль», заявил в своем телеграм-канале фронтовой репортер Андрей Руденко. По его словам, в Советском Союзе завод производил до 40% добычи всей соли в стране. Ну, вы понимаете, что эта соль очень важна как для нас, так и для врага, пишет издание. О людях Донбасса в публикации, как вы сами видите, вообще не говорится ни слова. Ни о какой денацификации, демилитаризации вообще никто не упоминает, зато прямо говорится, что истинная причина, по которой Солидар штурмуют так долго уже такой высокой ценой, это просто залежи соли. Ну, понимаете, в России просто, оказывается, соли не хватает, поэтому они положили уже столько людей в боях за этот город, и поэтому они сравняли Солидар с землей. Ни сам город, ни тем более какие-то там его жители российским имперцам вообще не нужны. Про них никто словом не упоминает. Им нужна соль, а соль под землей, поэтому ей вот эти все варварские бомбежки совершенно не страшны. Недавно в западных СМИ были публикации о том, зачем Пригожин так отчаянно штурмует именно Солидар и Бахмут. И там говорилось, что все это ради полезных ископаемых, соли и гипса, которые Пригожин хочет заполучить себе. Я сначала, когда это прочитал, подумал, что ну как-то слишком притянуто за уши, ну как-то слишком все надумано. А теперь читаю вот эти публикации в российских СМИ, где они прямым текстом пишут, зачем все это надо, и я понимаю, что нет, западные СМИ ничего не преувеличивали. Это все на самом деле так и есть. И это многое на самом деле объясняет в тактике России, которая стирает с лица земли города Донбасса. Согласись, когда ты хочешь помочь людям, когда ты хочешь кого-то защитить или освободить города, то совершенно нелогично эти города разрушать. Ну, правильно же? А Россия именно разрушает, стирает с лица земли. Мы это четко видим на примере уже целого ряда городов. И как раз теперь понятно, почему это происходит. Если мы допустим, что России не нужны города, не нужны люди, а нужны только ресурсы, полезные ископаемые, или нужны развалины, чтобы побольше денег потом списать на восстановление и потом что-то там строить, то тогда как раз мы видим, что все очень логично. Все как раз укладывается в эту канву. То есть все вот эти вот бои с огромным количеством потерь с их стороны, с огромным количеством потерь среди гражданского населения Донбасса, это все ради того, чтобы просто очередной путинский олигарх заработал побольше денег. А вы думали, что это все за идею? Так нет, вон сами россияне, по-моему, открыто совершенно пишут, ради чего это, и нужно просто уметь читать российские СМИ. Обязательно поделитесь этой информацией, это должны знать все. И вот в самой России тоже должны знать, ради чего все это происходит. И подписывайтесь на канал, это тоже очень важно, потому что здесь звучит правда о том, что на самом деле происходит на Донбассе.